Этот случай из реальной жизни произошел зимой, в новогоднюю ночь 1955-56 годов в городе Куйбышев, ныне Самара. В доме номер 84 по улице Чкалова жили Клавдия Балонкина с сыном. Для празднования Нового года сын пригласил в гости друзей. Среди приглашенных была Зоя Карнаухова, которая накануне познакомилась с молодым практикантом по имени Николай, обещавшим прийти к ним на праздник. По другой версии, случай произошел в доме, где молодая девушка Зоя жила со своей матерью. Мать попросила дочь не устраивать шумных гуляний в эту ночь и сходить в церковь на ночное богослужение. Зоя отказалась и пригласила на празднование своих подружек и парней. Вечером мать Зои ушла в церковь, а Зоя осталась дожидаться прихода гостей. Все подруги были с парнями. Зоя сидела одна. Николай задерживался. Когда начались танцы, она заявила: «Если нет моего Николая, буду с Николаем Угодником танцевать», и направилась к углу, где стояли иконы. Друзья ужаснулись. «Зоя, это грех!» Но она сказала: «Если есть Бог, пусть Он меня накажет». Взяла икону, прижала к груди, вошла в круг танцующих и застыла, словно вросла в пол. По воспоминаниям некоторых очевидцев, на мгновение в доме появился страшный гул и шум. Стало светло, как днем. Гости, испугавшись, разбежались, а Зоя осталась стоять на деревянном полу, прижав к груди образ Николая Чудотворца. Ее невозможно было сдвинуть с места, а икону нельзя было взять из рук. Она будто приклеилась намертво. Внешних признаков жизни девушка не подавала, но сердечное биение и пульс были в норме. О событии быстро узнал весь город. В первые дни возле дома толпилось много народу, желавших поглазеть на окаменевшую девушку с иконой. Однако вскоре милиция закрыла дом от надоедливых зевак и поставила охрану. Милиционеры боялись подходить к обездвиженной Зое. По некоторым сведениям, несколько сотрудников милиции, участвовавших в оцеплении дома, беспричинно и очень быстро посидели. Из воспоминаний сотрудников милиции возле дома в течение 3 дней ходил старец, который просил охрану впустить его в дом. Но охрана была непреклонна. Лишь на 3-й день его впустили. Из дома послышались слова старца: «Что, доченька, устала стоять?» Эти слова были сказаны с такой лаской и любовью, что охрана не стала тревожить беседу старца и Зои. Через некоторое время, войдя в дом, милиционеры не обнаружили странного старика. Он будто и не входил. Прибывшие врачи не могли произвести необходимые действия по реанимации девушки. Иглы для уколов гнулись и ломались, а кожа девушки была холодной и твердой, как камень. Когда Зою попытались переложить на кровать, ничего не получилось. Сложилось такое впечатление, будто она и пол — единое целое. Девушку с иконой оставили в покое. Когда из церкви пришла мать и увидела свою дочь в таком положении, она потеряла сознание. Ее увезли в больницу. Вернувшись, мать начала молиться за дочь, днем и ночью, не переставая. По просьбе матери к Зое стали приходить священники, но они тоже ничем не могли помочь. Спустя какое-то время в доме отчаявшейся матери появился иеромонах Серафим. По разным версиям, речь идет о Серафиме Тяпочкине, Серафиме Полозе или Серафиме Звягине.
который отслужил в доме водосвятный молебен и осветил дом, после чего смог взять икону из рук Зои и предсказал, что ее стояние закончится в день Пасхи. В ночь на светлое Христово воскресенье неожиданно для всех присутствующие услышали, как Зоя молится. С этой ночи к ней вернулись чувства, и она могла сойти с места. Ее уложили на кровать, где девушка продолжала взывать к мольбе за грехи свои и деяния грешников. Зоя каждую ночь кричала неистовым голосом. Она просила людей молиться и просить Господа прощения грехов содеянных в течение жизни. Зоя простояла 128 дней, молча и бездвижно, без еды и воды, и умерла на 3-й день Пасхи. По религиозной версии, верующие самарцы не сомневаются в том, что чудо действительно произошло. Стояние Зои признано и Самарской епархией. Митрополит Самарский и Сызранский Сергий убежден, что это чудесное свидетельство явления Бога. Помимо религиозной, имеется медицинская версия данной истории, которую в 2010 году высказала Светлана Кондрашова, психиатр Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского. Согласно этой версии, девушка страдала психическим заболеванием и впадала в катонический ступор в связи с его обострением. Впоследствии, в 2021 году, бывший заведующий кафедрой психиатрии Самарского государственного медицинского университета Геннадий Носачев сообщил корреспонденту «Комсомольской правды», что история не легенда, девушка действительно была, и добавил, что он ее видел, но не в момент катонического ступора, а позже, когда она уже лежала в психиатрической больнице, в которой она затем неоднократно лечилась. По его словам, в данной истории начало декомпенсации болезни совпало с внешним стрессом. Однако медицинская карта Зои Карнауховой не сохранилась, поскольку в поликлинике, к которой она была прикреплена, случился пожар, а в психиатрической клинике архивы хранятся всего лишь 25 лет. В 2012 году на улице Чкалова перед домом 86 был установлен памятник Николаю Чудотворцу. И 22 мая, в день перенесения мощей святителя Николая, памятник был освящен. Митрополит Самарский и Сызранский Сергий, совершив литургию в храме Петра и Павла, с крестным ходом прошел к находящемуся неподалеку дому номер 84 на улице Чкалова. В проповеди митрополит Сергий сказал: «Сегодняшнее событие, освящение памятника святителю Николаю на том месте, где он явил свою силу, это напоминание о том, что Бог посещает каждого человека и печется о нем. Человек иногда заходит в своем безумии настолько далеко, что не может сам остановиться, и необходима сила, которая бы его остановила. Происшедшее – это не Божье наказание, а любовь Божья ради спасения душ наших». Дорогие друзья, если вам было интересно, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на канал, если не хотите пропустить новые ролики. Дальше будет только интересней.